Ну что ж, пока мое предыдущее видео о разборе лица негодяя Эпштейна и его файлов, да, Эпштейна без файлов, продолжает набирать сотни просмотров, и я надеюсь, вы все его уже посмотрели. Сразу под этим видео вы его очень легко узнаете. У нас сегодня среда, и мы с вами немножечко абстрагируемся от вопросов физиогномики и все, что с ней связано, хотя, вы знаете, не получится у нас полностью от этого абстрагироваться. Все равно мы будем ее упоминать сегодня. Но, тем не менее, сегодня среда, я за вами очень соскучилась, давно как бы не виделись, и тема, как обычно, по средам на моем канале, это вопросы красоты, молодости и техник естественного омоложения. Я знаю и я помню, что я обещала вам дать еще одно эффективное упражнение для подтяжки овала лица, но давайте мы его перенесем на следующий раз. Потому что сегодня такая тема, вы видели, да, в анонсе, секреты красоты женщин за 45+. В данном случае вы получите все эти мои 10 секретов непосредственно от женщины, которой уже 45 лет. И да, это я. И вы знаете, последние 10 лет, то есть начиная лет с 35, я тогда как раз начала практиковать гимнастику для лица. Училась на тренера и, естественно, практиковала на себе и получала результат. Немножко даже больше, там, немного больше. На протяжении всего этого времени и в Украине, и здесь, в Испании, где я нахожусь практически 4 года, всегда были люди, причем женщин меньше, мужчин больше, которые, знакомясь со мной и подходя ко мне близко, они подходили вот так, смотрели на мое лицо и говорили: а у тебя что, вообще нет косметики на лице? И я говорила: нет, а зачем она мне? И мне всегда говорят: ты так хорошо выглядишь, сколько тебе лет? И каждый раз я называла свой реальный возраст. Я его не скрываю сейчас, я тоже не скрываю. Да, мне 45, вот стукнуло ровно месяц назад, 11 января. Кто меня не успел поздравить, можете поздравить меня под этим видео, собственно, в комментариях. Буду вам очень благодарна. И вы знаете, я никогда в жизни не думала никогда в жизни, что мне придется об этом когда-то говорить. Я просто выработала свой стиль лет с 20 где-то приблизительно, сформировала свои подходы к своему здоровью, и у меня никогда не было цели выглядеть хорошо, я не думала об этом. Но так получилось, что я выгляжу хорошо. И сегодня здесь я от всей души делюсь с вами своими секретами. Возможно, вы возьмете для себя что-то полезное и последуете моим рекомендациям. Это не обязательно, вот совершенно не обязательно. Но если хотите, берите что-то полезное. Итак, пункт номер 1. Это сон. Вот прямо можете записать. Сон. Смотрите, у нас интенсивный ритм жизни. Много задач, мы устаем, не успеваем, зачастую мы что-то делаем поздно, очень поздно, когда уложили детей, когда уложили мужа или кого-нибудь, собак, попугаев, всех, когда уложили, начинаем делать. На самом деле это неправильно, и я старалась от этого уходить, и мне даже удалось. Я стараюсь ложиться около 10 часов вечера, ложиться спать. Очень стараюсь, и иногда мне это даже удается. И стараюсь спать не меньше, чем 8 часов. Вы скажете: роскошь. Окей, каждый выбирает для себя. Но это не я придумала. Существует гормональное расписание нашего организма, в котором есть четкая работа, как выключаются гормоны. Кстати, если хотите, я это гормональное расписание как-нибудь опубликую, или мы поговорим о нем отдельно. Но вы реально узнаете себя в нем. И оно мне очень помогло много лет назад. Я познакомилась с ним в 2019 году, 7 лет назад. И там четко сказано, что наш мозг, наша психика отдыхает с 20:00 до полуночи. Вот этот кусочек с 8 вечера и до 12 часов вечера мы должны спать.
Это максимально полезный сон для нашей головы, для того, чтобы голова наша отдохнула хорошо и достаточно. Это важно. Здесь, в Испании, это видео имеет перевод, субтитры на испанском языке, специально для тех людей, которые меня смотрят. Я знаю, что здесь публики немного, сейчас немного, но тем не менее меня смотрят, и они будут смеяться, потому что в Испании ужин только в 9 часов вечера. Для меня поздно неприемлемо. Вот от слова совсем вообще никак. Но здесь есть другая особенность. В Андалусии летом, начиная с апреля и по сентябрь, стоит страшная жара. Люди спят на сиестах, и они очень мало спят ночью. И вот это время, когда наш мозг должен отдыхать, они гуляют, потому что после 9 вечера спадает жара. У нас в Гранаде здесь 45, июль-август, да. С ума можно просто сойти. Днем ты не просто на улицу в 2-3 часа дня не выйдешь, это чревато солнечным ударом. Здесь люди умирают от жары, поэтому здесь существует сиеста. Но сиеста, честно говоря, к ней можно относиться по-разному. У меня в Украине была сиеста, но и в Украине я старалась спать в 8 часов. С 10 вечера до 6 утра. Но в Украине вставать в 6 утра нормально, у нас солнце поднимается рано. А здесь горы, и утро начинается не раньше, чем в 8. Ты не встанешь. Но тем не менее. Вот запишите себе 8 часов сна, и с 8 вечера до полуночи самый полезный восстановительный сон. Остальной сон, ценность сна после полуночи, она резко снижается. И даже если вы будете спать до полудня, пользы фактически вы не получите. И вы проснетесь вареный. Потому что у нас в 7 утра включается кортизол. Вот я точно дам гормональное расписание. Проголосуйте, вот поставьте мне лайки, кто хочет. Вот. И там начинается активная деятельность, а вы спите. Понимаете? Вот я стараюсь спать 8 часов, и я сплю полчаса, час на сиесте. Каждый день не выходит, но в большинстве случаев это происходит. Поэтому я сплю обязательно. Не успела сделать задачи, отложила на завтра. И все. Понимаете, я их не делаю. Я не стираю по ночам, я не убираю по ночам, я не готовлю еду по ночам, я не делаю уроки по ночам, я не способна это делать. Я щажу себя. Сон был пункт номер 1. Пункт номер 2. Питание. Я, начиная с 20 лет, после того, как прочитала книгу о здоровом питании одного современного йога, я начала питаться очень аккуратно. И с тех пор всю жизнь я питаюсь очень аккуратно. Мне сложно сказать, что в моем рационе есть. Мне проще сказать, чего в моем рационе нет. И, возможно, вы удивитесь, но я вообще не ем свинину. Сало – да. Свиное мясо – нет. Ни я, ни мои дети это естся 1 раз в год на случайных шашлыках. Сейчас. Обычно в нашем рационе свиного мяса нет. Мы не едим мусорную пищу, то, что Макдональдс и все, что рядом валяется. Булки из белого хлеба, сдобу, белый сахар не употребляется вообще. Мы уже даже от заменителей ушли полностью. Я не съем слишком жирную пищу, слишком жареную, копченую, слишком соленую, слишком маринованную. Этого ничего у нас нет. В большинстве случаев мы готовим либо в собственном соку, тушим. Жарится у нас, яичница, иногда картошка, тоже раз в 5-летку. Все супы без зажарок вообще на масле. То есть супы такие очень мягкие, очень диетические. И мы питаемся очень просто. То есть минимально обработанная пища, если она требует обработки, вот это минимальная обработка. Раз. Сырые свежие салаты из овощей. Сырые свежие фрукты. То есть сладких компотов у нас практически не бывает. Только в сезон по фруктам, но в общем-то мы не едим консервацию. Консервацию системно мы не едим консервацию.
Опять-таки мы не едим много белого дрожжевого хлеба. Я мечтаю начать печь хлеб сама, но пока условия сложные для этого, пока еще нет. Но мне бы очень хотелось. А также делать шоколадные конфеты самостоятельно, как и раньше я в Украине делала сама шоколадные конфеты без белого сахара. Да. Но с полезными добавками. Так тоже можно. Я ем сладкое, я ем шоколад, но я ем его систематически и немного. И только с кофе. Понимаете? Что еще? Слишком рафинированные, сложные продукты мы не едим. Тяжелые майонезные салаты мы не едим. Мы едим их один раз в год на Новый год. Да, немного. Вот, то есть пищи, которая будет... сложной пищи мы не едим. Мы едим пищу очень простую. Вот простую. И мы практически никогда пищу между собой не смешиваем. Понимаете? Но всегда белок на завтрак, белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, клетчатка. Мы едим диетические добавки. Да, мы едим диетическое немного. Редко, как получается. Но достаточно системно и все вот эти последние 15 лет. В обязательном порядке. Я на диетических добавках выходила беременность, и у меня ни одна волосина не упала с головы, и ни один зуб не выкрушился, пока у меня 2 детей, которые ели мою сисю по году каждый. Понимаете? Поэтому без диетических добавок сложно, потому что из пищи мы много не добираем. Что касается режима питания, мы едим хорошие завтраки и относительно хорошие обеды. Я предпочитаю в последнее время не ужинать вообще. Вообще не есть. Если я ужинаю, то у меня ужин в 4 часа дня. В 16:00 Лиза ужинает. И может не есть до 8 утра следующего дня. Нормально. Прекрасно обхожусь без ужина. А еще я, как испанцы, как делает большинство испанцев, да, не пью днем пиво. Уна сервисита отсутствует полностью. Я его в принципе не пью. То есть ничего сложноалкогольного в больших количествах, систематического сладкого я не употребляю. Хотя здесь это очень традиционно. Я эту традицию не переняла, извините. Мне она не подходит, как бы для моего здоровья. Поэтому питание у нас очень такое, очень аккуратное. Дети мои меня в этом поддерживают. А еще я пью воду. Я регулярно пью чистую воду. Ни чай, ни кофе, ни капучино, ничего. Я пью чистую воду. И мы научились утолять жажду чистой водой. Мы не пьем кока-колу, мы не пьем пепси-колу вообще никогда. Понимаете? Вот вообще никогда. Сладкие газированные напитки из нашего рациона полностью исключены. И я бы вам не сказала, что мои дети сильно от этого страдают. Я могу выпить глоток пепси один раз в 5-летку. Все. Но последние пепси последние лет 5 назад я пробовала, меня разочаровало. Далее, это был пункт 2 питания. Пункт 3. Хочу добавить. Когда вы едите много сахара и продукты переработки, то есть рафинированных сахаров, это все сказывается на коже вашего лица. Усиливается отечность и усиливается рыхлость кожи. Поэтому зачастую достаточно полностью убрать сахаропроизводные, да, кетчупы, майонезы, вот эту всю муть, стрёмные сырки, паштеты, вот эти быстрые всякие разные, знаете, убрать достаточно, колбасы вот эти сложно обработанные, и состояние кожи может поменяться через время. Пункт номер 3. Активная физическая нагрузка. Я барышня не спортивная. Я даже вам скажу, я ленивая. Я очень ленивая. И для меня понятие спорта, последний спорт, реально спорт, это были шахматы и баскетбол в сборной команде университета в Днепре. 5 лет баскетбола. Это был системный спорт. Потом я бросила все, потому что я ленивая. Но сейчас у меня есть айкидо. Последние 4 года. Айкидо это не спорт. Это арте марсиали, боевое искусство. Но это боевое искусство очень хорошо развивает и поддерживает в хорошем тонусе тела. И что опять-таки важно, оно у меня систематическое. Минимум 2, бывает 3, а бывает и 4 раза в неделю по 1,5 часа.
А ну-ка попробуйте, когда вас в технике бросают, вам надо встать. У меня друг сказал, сколько раз ты поднимаешься за одно занятие? Честно говоря, не считала, но много. Я поднимаюсь с татами регулярно, и это все работа мышц. Понимаете, активный спорт это обязательно. Он улучшает метаболизм, он улучшает лимфоотток. И работа со всем телом, со всем организмом это важно. Вот must have. Записали? Активная нагрузка. Пункт номер 4. Другая физическая нагрузка. Смотрите. У меня нет машины. Но у меня есть возможность пользоваться городским транспортом. Он развит здесь очень хорошо. Но дело не в этом. Дело не в том, что я живу в Гранаде, что автобусы здесь ездят вот так, а мне надо вот так. Дело в том, что мне нравится этот город, я люблю гулять пешком. В Украине было то же самое. Я люблю Днепр и люблю ходить по нем пешком. Поэтому на рынок я хожу пешком в одну сторону 35 минут и обратно. Я бы могла ездить, но я не езжу. Плюс по рынку. На классы по айкидо 35 минут в одну сторону, 35 минут домой, еще и в гору. И 1,5 часа интенсивных нагрузок на татами. В школу к детям 20 минут туда, 20 минут обратно, если надо. По делам по городу, куда бы мне ни было, если мне идти не больше часа, я пойду пешком. Да, это время. Но обычно я рассчитываю так, чтобы у меня этого времени было достаточно. Насладиться прогулкой. Я хожу к себе на огород 55 минут пешком. Можно ехать самокатом 30 минут, но я хожу пешком зачастую. Если не позволяет погода самокат, то пешком. То есть везде по каким-то делам, на какие-то прогулки я везде хожу. Я могу ездить. Мы ездим на большие расстояния, когда совсем неудобно или очень далеко идти. Но в большинстве случаев Гранада очень ярусная. Вот гулять по Мирадорам – это лезть вверх в гору. Мы ходим пешком. Понимаете? Поэтому у меня нет вот этой вот системы. Кровать, кофе, руль, офис, руль, кофе, кровать. Нету. И я этого не хочу, честно говоря. Вот, я не хочу этого. Дополнительная физическая нагрузка. Она у меня регулярная, просто каждый день. У меня практически не бывает дней, чтобы я не выходила. Это не говоря о том, что когда я работаю массажистом, а я тут иногда работаю массажистом, я работаю стоя. И когда сессия 1,5 часа, плюс туда-сюда клиента привезти, отвезти, ну, как бы тоже дополнительная нагрузка. Дальше. Пункт номер 5. Профессиональная косметика. Смотрите, я уже сказала, что у меня на лице косметики нет, не совсем это так. У меня нет декоративной косметики, то есть я не пользуюсь ни тональными кремами, ни хайлайтами, ни вот этой штукатуркой, которая наносится плотным слоем и полностью стирает черты твоей личности. У меня этого нет, я не люблю, я люблю, когда кожа дышит. Но я всегда использовала профессиональную косметику. Да, с 20 лет. Обязательно, каждое утро, каждый вечер. В жизни не думала, что я буду говорить об этом, но я об этом говорю, потому что это важно. И это повлияло на результат, который вы видите на моем лице. Умывалка, тоник, крем дневной с SPF-фактором. Влияние погоды и солнца никто не отменял. Крем ночной. В обязательном порядке очищающая маска, суперувлажняющая, отшелушивающая и маска на ночь. Суперувлажняющая на ночь. Это все 4 разных маски. И это всегда. Последние 4 маски, последние у меня года 3. Все остальное у меня было всю жизнь. Понимаете? Это то, что помогает мне поддерживать, ухаживать за своей кожей. Основной уход. И выглядеть ей хорошо. Большой секрет открою и воспользуйтесь. Это прям не секрет, это прямо рекомендация. Какой бы косметикой вы ни пользовались, никогда не смешивайте между собой марки. Берите косметику в пределах одной марки. Если вы берете, не знаю, Oriflame, то пусть это будет Oriflame. Это не реклама Oriflame. У меня Amway Artistry и у меня все Amway Artistry. У одного производителя, один производитель вкладывает одну формулу в производство косметики, химическую, которая должна
улучшать действие составляющих в ней. То есть умывалочка, тоник, крем. Тоник проводит крем в кожу. Я понимаю, что в верхние слои, но тем не менее. Если вы возьмете косметику, составляющие разных марок, у вас будет химическое поле для экспериментов на вашем лице. Вы уверены, что вы этого хотите? Поэтому косметический уход всегда, всегда, всегда. Я еду куда-то к подружке с ночевкой, у меня пол рюкзака косметики. Да, потому что я не лягу спать, не умыв лицо и не нанеся крем. Никогда, никогда. Потому что это must have. Далее. Пункт номер 6. Фейсбилдинг. Гимнастика для лица со мной больше, чем 10 лет. Потому что тонус мышц и тонус кожи – это два разных ощущения. И это прекрасно, когда вы чувствуете одно и второе, и можете их разделять. Совершенно невероятное ощущение. Но это в обязательном порядке, потому что наши мышцы теряют тонус. Они теряют тонус. Наши мышцы нуждаются в разминке, в зарядочке, в такой же, как и наше тело. Вы утром встали, глаза матом, вы сделали какие-то упражнения, вы пошли в зал, вы пошли на йогу, вы делаете упражнения для тела, а для лица. А потом знаете, что к ситуации я наблюдаю всегда во все времена. Идешь ты по улице, и перед тобой идет такая красивая вот барышня, такая фигура вообще супер спортивная. Ты ее обгоняешь, тебе же интересно посмотреть, что это за барышня, а там бабушка. То есть позади пионерка, впереди пенсионерка. То есть тело в отличном состоянии, лицо в состоянии ужасном. Как бы, поэтому, да, чтобы вот этого диссонанса не было, я предпочитаю, чтобы все находилось в одном, как-то в одной системе, имело один вид, вот, приведенный к одному знаменателю. Но это мой подход, мое видение. Для вас это, конечно же, не обязательно. Вы можете поменять места составляющие, да. Сумма от этого не изменится. Либо поменять характер самих составляющих. Поэтому упражнения для мышц лица – это обязательно. На нас действует сила тяжести, наше лицо сползает вниз. Если мышцы, платизмальные мышцы шеи слабые, у вас будут бульдожьи щечки обвисать. У меня здесь по средам по фейсбилдингу есть масса материала. Читайте, смотрите, пожалуйста, эти видео. Там есть упражнения, вы можете что-то взять для себя полезное. Я всегда приглашаю на курсы, на обучающие курсы по гимнастике для лица ко мне. Я как тренер вас по этому курсу проведу. И все прокоординирую и научу вас. И все, и будет вам радость. Так, пункт номер 7. Это то, что к фейсбилдингу не относится, потому что оно его не заменяет. Лимфодренажный самомассаж лица. Почему это важно? Для того, чтобы убрать отечность, особенно появившуюся с утра такую. Вот вы встали, у вас такие, знаете, гробовые плиты вместо щек. То есть вы лежите и чувствуете всю эту тяжесть. Когда лишняя жидкость, когда лимфа не сходит, лишняя жидкость в тканях лица, и тяжело это все ощущается. Существует лимфодренажный самомассаж лица, улучшающий лимфоток, улучшающий кровообращение в верхних слоях кожи. Я пользуюсь регулярно, я делаю его на масле, я ему также обучаю. Раз в полгода я провожу обучающие группы по лимфодренажному самомассажу. Кому интересно, это мы обговорим, не знаю, в личке напишите мне, я скажу, как подключиться к этому процессу. Хорошо, но это обязательно. И я использую кокосовое масло, отдельно я расскажу, почему его. Пункт номер 8. Смотрите, я целенаправленно избегаю стресса. Я не говорю о том стрессе, который происходит вокруг меня, на который я не могу повлиять, который я иногда в тело пропускаю, а тело же на него реагирует. Психосоматику никто не отменял. Я имею в виду тот стресс, который мы создаем себе сами, например, лишними ожиданиями от чего-то, от жизни, от людей, от каких-то событий, от каких-то ивентов, от каких-то мероприятий. Особенно от людей ожидания. Понимаете?
Обнулите свои ожидания по максимуму, насколько это возможно. Полностью это сделать невозможно, но можно с этим проработать. Для того, чтобы не разочаровываться в собственных иллюзиях, которые к реальности не имеют никакого отношения. Я заметила, и я, собственно, живу в обществе, которое начинало здесь жизнь с нуля, здесь в Испании, в эвакуации, с ожиданий, что им кто-то что-то должен, и когда эти ожидания не оправдывались, люди были в ужасных длительных стрессах. Я себя от таких стрессов ограждаю, и я целенаправленно выбираю не иметь ожиданий. И это сохраняет мою психику и мое хорошее настроение. Рекомендую. Далее, пункт номер 9. Паузы для творчества. В обязательном порядке. У каждого из нас сейчас ритм жизни очень интенсивный, очень интенсивный. Особенно кусок нашего внимания занимают социальные сети. И те эмоции, которые мы из них вынимаем просто пачками. Плюс новости, плюс то, что происходит у каждого в его жизни, какие-то сложности. Я научилась останавливаться, делать паузы и заниматься творчеством. Вот знаете как? Творчеством в чистом виде. Я разукрашиваю вот такие картины. Это я разукрасила. У меня тут еще висят их несколько штук. Я просто сажусь и потихоньку разукрашиваю. Я делаю ручную работу, открытки ручной работы. Кому-то на подарок. Я делаю закладки для книжек ручной работы. Это не сложная работа, но она творческая. И я ее делаю в тишине. То есть я просто сажусь и погружаюсь в это творчество, в материалы, в подбор, в дизайн, вот это все. Я нахожусь там. Я делаю паузу. Это важно. Вы должны научиться делать паузы. Оставлять всех за пределами своих границ, закрывать двери, а еще лучше уходить куда-нибудь в одиночество в поле, на дачу, я на огород ухожу и сижу там среди природы, среди пения птиц, в тишине без никого. И делаю вот эту паузу для того, чтобы перезагрузиться, ощутить себя. Паузы во время питья кофе, читания новостей, тиктока и так далее, это не то, это не паузы. Пауза – это когда вы вообще выключаетесь из того, что происходит здесь и сейчас, и переключаетесь просто на ощущение себя, на ощущение своего тела, на ощущение своего разума, и эти паузы надо делать. Я их делаю. Мне они помогают не потерять себя в этом мире. Так, и последний пункт, не знаю, насколько он вам отзовется, но пункт номер 10. Я отъебалась от себя. То есть я не выношу сама себе мозг. Я позволяю экспериментировать, я позволяю себе реализовывать свои желания, мечты так, как я это вижу. Как могу, как умею, как хочу. Я позволяю себе исследовать какие-то новые вещи. Я позволяю себе быть несовершенной, допускать ошибки. Я это все себе позволяю и прощаю. Я вынимаю из этого разнообразные опыты. Иногда опыт, который мне вообще непонятно зачем нужен. Ну, наверное, зачем-то, потом поймем. Вот. Я постоянно нахожусь в таком процессе. Я позволяю себе быть собой. Поменьше мнения окружающих. Поменьше стереотипов в нашей голове сбоку. По максимуму это все надо научиться от себя просто отсекать. Вот я это все отсекаю. Не могу сказать, что получается идеально, но классно сохраняет тоже психику, нервы, покой. Поэтому позволяйте себе быть собой. Но для этого надо себя принимать. И почему я сказала, что мы от темы физиогномики не уйдем? Потому что благодаря физиогномике я себя узнала больше, лучше и глубже. И когда я позволяю себе быть собой, я понимаю и принимаю все стороны себя. Не только сильные, но и те стороны, которые создают мне в жизни тоже проблемы. И их тоже надо научиться принимать. Знаете, теневые стороны. Плюс своих демонов, которые у меня на лице тоже отображены. Например, моя повышенная саморефлексивность, да, лоб высокий, вы видите.
Вот, мои глаза, то есть склонность к фантазерству. Я фантазерка, я это принимаю, мне это мешает жить, но я фантазерка. Вот, понимаете? И это очень важно, потому что каждый из нас задуман Творцом таким, какой он есть, для того, чтобы проявлять себя таким. Видать, этот мир нуждался именно в вас, во мне такой, какая я есть. Но какая я есть, отвечает физиогномика. Кстати, благодаря сочетанию моих знаний физиогномика плюс фейсбилдинг, у меня нет некоторых морщин, потому что я узнала значение, откуда причины их появления, проработала их на лице, и они исчезли. И я иногда, кстати, об этом говорю, поэтому, пожалуйста, оставайтесь на моем канале и следите за моими новостями. И можете пересмотреть все видео, которые внизу там есть. И из каждого вы обязательно достанете для себя какую-то пользу. Ну, собственно, на этом я закончила. Вот они мои 10 пунктов. Могу еще раз пройтись. 1. Сон. 2. Питание. 3. Активные физнагрузки. 4. Систематические дополнительные физнагрузки. 5. Профессиональная косметика. 6. Фейсбилдинг. Упражнения для лица. 7. Лимфодренажный самомассаж лица. 8. Обнуление ожиданий, уменьшение стресса. 9. Паузы для творчества в обязательном порядке. И 10. Позволять себе быть собой и не выносить самой себе мозг. Если у вас это еще пока не получается, научитесь этому. Оно имеет смысл. Оно того стоит. Спасибо вам огромное за ваше внимание к моей персоне. Встретимся в следующих видео. Обязательно поговорим на важные вещи. И я обязательно дам обещанное упражнение для подтяжки овала лица. Вот следующая тема, я думаю, мы поговорим о том, как коррелирует похудение, то есть вес тела, с ситуацией на лице. Всем большое спасибо за ваше драгоценное для меня, и это правда, внимание. Всем пока, до новых встреч!